В России снова локдаун. Нет, не локдаун, а нерабочие недели. Правда, у кого не спроси, у всех они почему-то все равно рабочие. Но путевки в Турцию, Крым и Египет разлетаются как горячие пирожки. Хотя авиасообщение с Египтом до сих пор нормально не налажено. А те, кто выбирают российские курорты по собственному желанию, по-моему, вообще психи. Поэтому до сих пор самым популярным и недорогим направлением для отдыха остается Турция. Но все-таки уже ноябрь, и многие задаются вопросом, а стоит ли тратить деньги и ехать на отдых в Турцию в ноябре? Всем привет! Меня зовут Ленка, и я хочу рассказать вам про отдых в Турции осенью. Какая тут погода? Какое море? Можно ли купаться? Какой регион Турции выбрать для отдыха именно осенью? И какие есть плюсы и минусы по сравнению с летним сезоном. Турция находится значительно южнее Крыма и Сочи, поэтому даже в северной части страны на Черноморском побережье. В среднем немного теплее, чем у нас на юге России. Официально курортный сезон в Турции длится до 1 ноября. Но солнечная и жаркая погода может продержаться и дольше, в среднем до середины ноября. Поэтому не стоит бояться и можно смело ехать отдыхать. Однако температура воды в Черном море и на западе страны в Эгейском море, где расположены популярные курорты Измир, Бодрум и Мармарис, холоднее, чем в водах Средиземного моря. И если вы хотите не просто погреться на солнышке, но еще и покупаться, и особенно если вы планируете поездку с детьми, то лучше выбирать курорты Анталийского побережья. Считается, что самая теплая погода сохраняется в Алании и ее окрестностях. А вот в самой Анталии обычно бывает на градус-2 прохладнее. В конце октября днем воздух прогревается до 25-27 градусов. В начале ноября температура может чуть снижаться и колебаться от 22 до 25 градусов. Но если в октябре почти все дни месяца остаются солнечными, то в ноябре уже больше вероятность застать облачную или даже пасмурную погоду. Однако вряд ли хмурые дни затянутся дольше 2-3 дней. А температура воды в море до самого декабря держится на уровне 24-25 градусов. Как видите, погода тут хорошая и подходит для купания. Поэтому многие отдыхающие специально планируют свой отдых в Турции именно на осень, а не на лето. Я тоже решила отдохнуть тут в конце октября и не прогадала. Из 11 дней 9 были жаркими и солнечными. И только 2 дня были облачными. Примерно, тупой пример, как сейчас. Примерно как сейчас. Море было чистое и спокойное, а вода приятно охлаждала после солнца. Несмотря на температуру в 25 градусов, я бы назвала ее слегка прохладной. Я достаточно теплолюбивая, но и не мерзлячка. Мне заходить в море было слегка прохладно. С другой стороны, и хорошо, что вода не как парное молоко. По сравнению с летним сезоном, плюс отдыха в Турции в октябре или ноябре в том, что тут несравненно меньше народу. Пляжи нельзя назвать пустыми, но они и не забиты до отказа. Всегда можно найти свободный лежак или устроиться на своем покрывале так, чтобы в нескольких метрах от тебя никого не было. Если вы отдыхаете в отеле, где все включено, то вам меньше придется толпиться в очередях на завтраке, обеде и ужине. Отели, как правило, заселены не полностью, поэтому вам спокойно и без всяких доплат могут предложить номер классом выше, чем у вас был забронирован изначально. Я вообще бронировала путевку в один из самых недорогих отелей, а по приезду мне предложили переселиться в другой отель из этой же сети, но побольше, подороже и покруче. Я, конечно, немного сомневалась, но в итоге согласилась. Администратор вызвал мне такси и сам за него заплатил. И в итоге я получила номер в отеле на первой линии с балконом и шикарным видом на море.
В это время в отелях, как правило, анимация либо отсутствует напрочь, либо сведена к минимуму. Лично для меня это плюс. Но для отдыхающих с детьми может быть и минусом. Многие говорят, что осенью отдыхать дешевле, чем летом. Возможно, где-то когда-то это было так. Но именно в этом году и на Анталийском побережье я не заметила большой разницы в ценах. Видимо, из-за коронавируса и ограничений в разных странах не все туристы успели отдохнуть летом. А уж после введения локдауна в России спрос на путевки подскочил многократно, так что цены пока не спешат опускаться. Единственное, что до объявления нерабочей недели в России можно было спокойно выбрать тур в любой отель и забронировать, да что же она орет. Единственное, что до объявления нерабочей недели в России можно было спокойно выбрать тур в любой отель и забронировать его за день-два до вылета. Летом все отели заполнены, и бронировать лучше заранее, иначе в популярных отелях могут закончиться места. Как плюс, многие также отмечают и низкие цены на шопинг в самой Турции. Якобы надо к зиме распродать товар, чтобы он не пылился на складах. Все по тем же причинам. Я бы не сказала, что в этом году это действительно так. Во всяком случае, в Алании. Туристов пока много, и торговля идет. Обычно в Турции в туристических зонах с мая по ноябрь действует запрет на строительство, чтобы шум не мешал отдыхающим. Так вот, в этом году этот запрет продлили, и в начале ноября он еще действовал. Ну и, конечно, для многих плюс – это отсутствие ужасной жары. Да, море не такое теплое, но погода очень комфортная. Хотя легкий ветерок и отсутствие жары может сыграть с вами злую шутку. Физически вы этого не сильно ощущаете, но солнце по-прежнему очень активно, и кожа быстро обгорает. Особенно после осеннего московского солнца. Я не отличаюсь бледностью кожи, но тут сгорела сильнее, чем в августе в Геленджике. Как люди в это время приезжают в Египет, мне вообще непонятно. Там, наверное, ни покупаться нормально, ни по улице пройтись без зонтика невозможно. А тут можно и по округе погулять, и съездить на экскурсии, и не умереть от жары. Кстати, в популярных экскурсионных местах можно наконец-то сфотографироваться в одиночестве, а не в толпе туристов. Но никакие плюсы не обойдутся без минусов. Увы, но такова жизнь. И осень все-таки осень, какая бы теплая погода тут ни была. Поэтому даже тут солнышко встает позже, а садится и вовсе совсем рано. Хотя даже с учетом этого световой день тут длится больше 10 часов. Закат примерно в 6 часов вечера, а купаться можно максимум до 5. Позже уже становится холодно и не очень комфортно. Утром солнце показывается из-за гор около 8 часов утра, но купаться в море хочется ближе к 10. До этого дует прохладный утренний бриз, и в воду меня лично не тянуло. Как только солнце скрывается за горизонтом, начинает стремительно холодать. Особенно рядом с водой. Многие по вечерам сидят у бассейна в кофтах и ветровках. А я так и вовсе без какого-либо стеснения ходила в джинсах и теплой куртке, в которой прилетела из Москвы. И, кстати, о бассейне. Если ваш отель не супер лакшери резорт ультра все включено и бассейн там без подогрева, то купаться вы в нем будете вряд ли. Вода не успевает прогреваться за день, а в нашем случае во второй половине дня на него еще и падала тень от здания отеля. Поэтому залезть в него могли только самые отчаянные дети. Еще один минус – это сокращение персонала в отеле. Отсутствие все той же анимации. Возможно, более редкая уборка номеров. Если у отеля есть всяческие бары, у моря, у бассейна отдельный бар с кофе или с мороженым, то часть из них может оказаться закрытой. А персонал, который остался в отеле и отработал с мая, уже малость устал за сезон, и может оказаться не таким активным и приветливым. Да и сами отели за сезон слегка поистрепались. Где-то что-то ломается, откалывается, рвется и так далее. Чинить всякие мелкие недочеты будут уже после закрытия отеля, когда будут готовить его к новому сезону. Поэтому на что-то лучше просто закрыть глаза. Но, конечно, если поломка существенна и критична для вас, не стоит молчать. Всегда можно вызвать мастера или попросить другой номер. В общем, если вы не неженка, но и не любитель дикой жары и толп на пляжах, и готовы потерпеть некоторое сокращение сервисов в отелях,
то осенний отдых в Турции вам вполне подойдет. Тут по-прежнему тепло, зелено и цветут цветы. На мой взгляд, нет большого смысла ездить отдыхать летом, ведь в это время в России и так тепло. Гораздо лучше продлить себе солнечные и теплые деньки благодаря осеннему отдыху на море. Поэтому ставьте лайк этому видео, подписывайтесь на канал и бегите паковать чемоданы. До скорых встреч!